Год назад, 6 декабря 2017 года, был завершен разгром запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» как организованной военной силы. И об этом нужно неустанно напоминать нашим западным, так сказать, партнерам. В наступившую эпоху постправды огромное значение имеют не только физические события, но и постоянное присутствие информации о них в информационном пространстве. Это очень хорошо видно по истории Второй мировой войны. Мы-то знаем, кто внес основной вклад в ее главную и самую кровавую часть – Великую Отечественную. Но на Западе в учебниках истории преподносят поражение Третьего рейха исключительно как результат действия США и Великобритании. А сверху все это полируют талантливые голливудские деятели, вроде Тарантино, снимающие псевдоисторические фильмы о том, как люди с хорошими американскими лицами разбили вермахт, а уцелевшая еврейская девушка сожгла Гитлера во французском кинотеатре. По названной причине важно, чтобы у них не вышел тот же фокус со свежими победами нашей страны, которые произошли практически в режиме онлайн и которые видел весь мир. Например, с победой над террористами в Сирии. В интернете полно карт, по которым легко проследить, как менялась сфера влияния запрещенной группировки ИГИЛ до вмешательства России и после того, как наши ВКС начали утюжить позиции боевиков, а силы специальных операций забрасывать корректировщиков огня и группы спецназа, устраивавшие террористам неприятные сюрпризы. Весь мир восхищался мужеством вызвавшего огонь на себя под Пальмирой офицера Александра Прохоренко и слышал слова выдернувшего гранатную чеку летчика Романа Филиппова: «Это вам за пацанов». А в самой Сирии легендарными стали действия наших добровольцев из различных подразделений, которые СМИ именуют ЧВК Вагнера, спецназ СССР и другими громкими названиями. Про добровольцев сочиняют массу небылиц, особенно усердствуют в этом либеральные журналисты. Однако результат действий ВКС России в воздухе и наших добровольцев на поверхности земли налицо. У игиловцев фактически остался лишь один единственный очаг сопротивления на территории Сирии. Причем на территории, которую контролируют американцы, определяющие участие которых в появлении террористического квазигосударства давно не секрет. Либералы активно поливают наши войска и наших добровольцев грязью, рассказывая то про возвратившихся с войны коллег, то про негодное оружие, которым воюют россияне, то про деньги, которые добровольцам якобы не доплачивают за участие в войне. А вот западные военные эксперты ведут себя намного более вменяемо. Они анализируют опыт использования российских нерегулярных формирований в сирийской войне. Вот, например, фрагмент доклада профессора школы управления, дипломатии и стратегии в израильском междисциплинарном центре Герцли Дмитрия Адамского, который был издан при поддержке Министерства обороны Франции. Москва делегировала большую часть наземных операций своим союзникам, то есть сирийской армии, в то время как ЧВК, имеются в виду добровольцы, выступали как множитель силы и в некоторых случаях обеспечивали решающее оперативное превосходство. На днях стало известно, что одиозный режиссер Звягинцев собрался фильм о Великой Отечественной войне снимать. Ни копейки бюджетных денег этому либералу давать, конечно же, нельзя. Их лучше отдать тому режиссеру, который сможет воплотить в жизнь правдивый сценарий на тему победы российских добровольцев над террористами в Сирии. В таком сценарии и додумывать ничего не придется. Достаточно пообщаться с участниками реально происходивших событий, изменить имена героев, придать какой-нибудь драматической истории, подходящей для кино, и вперед. Думаю, фильм о том, как простые русские ребята поехали спасать Сирию от террористов и преуспели в этом, сорвал бы в прокате такую кассу, что куда там всем этим околоновогодним поделкам, не говоря уж за антисоветчину от либералов и усатого барина. Если на наш канал подписаны сценаристы и другие творческие люди, то, может, вы бы взялись за такой сценарий, а?